Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня вас ждет общий расклад Таро на отношения, на любовь, на загаданного мужчину. Ну, давайте на мужчину все-таки больше этот расклад Таро для женщин подойдет. Но мужчины могут посмотреть, как всегда, на ситуацию со стороны, которая может происходить в этих отношениях сегодня, прямо здесь и сейчас. По традиции начнем с того, что мы посмотрим с вами вашу ситуацию, ну и потом мы уже углубимся с вами в процесс, как говорится, посмотрим мысли, чувства, действия, планы и так далее. Ну и также вытекающие вопросы, которые будут навязываться нам на откровение из потока, давайте так скажем. Так, что происходит у вас в ваших отношениях? Здесь предательство. Вот сегодня пятерка воздуха, и мы не договорились, короче, да. Здесь вообще мужчина вроде бы как выходит на связь и тянет руку помощи, но женщина не может принять это предательство. И понятно, что если женщина гадает и вас предали, да, то понятно. А мужчина, если гадает, то вот и смотрите, не получается ли так, что вас предают. Ну, с другой стороны, да, мы же даем мужчине посмотреть. Но как минимум у вас есть предательство. Дальше смотрим. Здесь, знаете, ваше счастье, оно под атакой. Марс в рыбах. С одной стороны, десятка воды — это хорошая карта, но рядом предательство и дьявол, получается 15, да, то есть, ну давайте так скажем, внезапно или уже что-то происходит, или уже произошло, ну как минимум доверие, ваше счастье не ощущает. Вот такой какой-то поток идет пока что, сумбурный, достаточно противоречивый. Дальше что еще происходит? Происходит какой-то хаос. Уран, да, и происходит что-то новое в ваших отношениях. Такого вы еще не проживали. С одной стороны, партнер себя ведет как дурак, да, как Буратино. А партнерша вроде бы при всей его дурацкостости. О, слышите, как дурацкостости. Ну или при всем его безумии партнерша как бы еще и рассчитывает на счастье, а вытворяет он с этой партнершей, вот как говорится, что хочет, да, что угодно, да, вот такое вот какое-то. Но давайте так скажем, один из партнеров мочит, другой понимает, что это неадекватно, но терпит. Ну, потому что счастье. И как минимум здесь дьявол, оно как будто бы, знаете, не может он куда-то уйти или так привязался. Жалко ему кидать. Ну, вот такое что-то. Знаете, тут такая ситуация, как минимум для женщины, и важко нести, и, ну, жалко кинути, да? Або покинути. Добре, давайте смотреть дальше. Центральная карта дурак может быть что угодно и поменяться. Как минимум, давайте так скажем, развернуться эта ситуация может в любую сторону, да? В любой момент. Да, смотрите, подобный уже был когда-то расклад, где женщина, ну, она как бы, знаете, не может оторваться от этого мужчины вообще никак. Ну, он ей, знаете, как ценный приз, и оно действительно здесь. То ли он красавчик. Почему говорю он красавчик? Смотрите, пятерка, десятка и двойка 17. Прям красивое что-то. То ли она, ну, он для нее красавчик, то ли он для нее какой-то уникальный, то ли он у нее там единственный неповторимый. Женщина реально не знает, что делать с этими отношениями, поскольку мужчина часто заходит за грань мыслимого и немыслимого. С одной стороны, с другой стороны, постоянно мочит что-то новое, и, ну, как бы надежности в этих отношениях женщина не ощущает. Она его постоянно вытягивает из какого-то
Из какой-то ямы. Ну, там, то ли из помойной, то ли из долговой, то ли из еще какой-нибудь там, да, дьявольской, адской, ну, такое что-то идет. А, тем не менее, да. То есть вот такое ощущение, что мужчина здесь как будто бы издевается, прикидывается дурачком, идиотом, слабым. Ну, такое вот. Здесь то ли у женщины самооценка на самом низу, то ли она может себе это позволить. Ну, тогда у нее, давайте так скажем, ну, для нее тогда это не издевательство, бывало и похуже. А вот вы напишите мне, он реально у вас издевается, или у вас просто бывало и похуже, и у вас иммунитет уже, да? Ну, такое бывает. Да, здесь, смотрите, происходит такое вот, как бы, женщина это видит как унижение. То ли мужчина унижается, да, вы уже смотрите сами, тут пятерки прям. У вас по судьбе попалось, смотрите, 2 пятерки по судьбе, да, вот эта ситуация. 12 повешенный, 15 дьявол, а здесь 7 колесница. У вас такой, знаете, аттракцион невиданного какого-то безумия. Вот, аттракцион невиданного безумия у меня родилось. И то ли мужчина там приходит, денег просит, да, или страдает, то ли он заставляет женщину страдать. Может быть, унижает, обижает, деньги забирает. Ну, вот такое вот. Какое-то, знаете, ну, издевательство. Если у вас прям издевательства никакого нет, ну, тогда посмотрите, может будут какие-то инсайты, подсказки. Я же делаю общий расклад на ситуацию. Давайте посмотрим, в чем суть пятерки воздуха или в чем суть предательства. Ну, вот так. Ой, водолейчик вылез. В чем суть предательства? Давайте посмотрим. В чем суть предательства, да? Суть предательства в любви, в измене и, ну, по сути, в сексуальном контакте. Мужчина может позволять чужим женским рукам шарить у себя там в джинсах, да, или в смокинге, да. Ну, у кого что, да. Ну, как минимум, он может переходить за грань дозволенного, а потом говорит: это был не я, ты меня как газлайтит, да. Ты меня не с тем, не за того приняла, ты меня перепутала, тебе показалось, да, ну вот такое, да, такое, кстати, часто бывает. Хорошо, а в чем суть вашего счастья? Давайте заглянем с другой стороны, да, вот мы как бы ситуацию с разных сторон просматриваем, а вы узнаете свое что-то. Окей, в чем суть вашего счастья? Ну, а суть в том, чтобы он, ну, как бы у вас суть счастья и несчастья в том, чтобы он вам не изменял, по сути, да, он должен быть ваш, только ваш, ну, как минимум в сексуальном контакте и вообще, да, то есть он не должен вот так вот, да, кулачком по столу, он не должен мне изменять, ну, тут так выпадает. Ну, и как минимум вы должны быть вместе, а не где-то там, где-нибудь, да. Окей, давайте теперь посмотрим. Хорошо, в чем суть революции или в чем суть этого безумия? Вот так вот, да, еще посмотрим, углубимся. Да вы либо любите. Вот видите, опять этот смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салатик, сядем біля хати, ну таке щось, да. Ну, тут суть какая, ну любите вы его, любите, да. Ну, причем это такая любовь, ну, вообще такая уже старая, заскорузлая, да? Надо что-то в ней менять. Может быть, нашампурить этого кабана. Ну что, ну, кабан. И хрюкает, вот слышали такое хрюканье только что, вот кабан хрюкает там. Да, давайте еще посмотрим. Любите суть безумия в старой или в давней любви? Давайте посмотрим, в чем уникальность и в чем невозможность. Почему вы взгляда не можете отвести? Смотрите, здесь весы и луна в весах. То есть, ну, как бы решение принять практически невозможно. Почему так? Что происходит? Может, это магия, может, он вас вообще заколдовал, а теперь, я не знаю, что хочет с вами, то и делает, да, как хочет, так и мочит, да, вот так.
Ну, здесь какая-то операция прямо. Вот почему операция, не знаю. Потому что воздух, да, воздух мечей это оперативный. Ну, то есть все ваши мысли, они о нем. Давайте так скажем. Он вас закумарил. Но вот это кумар, вот это дым, да, ну тут же труба, вы думаете постоянно о нем. Он вас заколдовал. Он вас очаровал как минимум своей дурацкостью, детскостью. Дух у него может быть такой какой-то, да, то есть он реально, давайте так скажем, привязал все ваши мысли к своей внешности. Ну вот внешность, да, и это, ну смотрите, мысли это из области материального. Пентакли и воздух и пентакли, земля это из области материального. Огонь и вода это из области духовного. Вот здесь вообще дух и духовность, видите, они связаны. Мысли, они как бы вот на его теле, да. То есть он вот этим своим безумием влюбил вас в себя. Все, вот такой парадокс. Давайте посмотрим, почему вы терпите эти издевательства. Вот причина вашей выдержки. Ну, понятно, что любовь, понятно, что его магия. Еще что вас заставляет вот это проходить эти унижения, ну, условно говоря. Если вы не унижаетесь, давайте посмотрим, что его заставляет. Ну, короче, что заставляет унижаться, его или вас? Ну, вы уже сами смотрите, кто тут больше вот в этой позиции, да? Давайте глянем. Деньги, роскошь, материальная, финансовая зависимость, к сожалению. Видите, оно здесь по двойке пентаклей. Ему выгодно или ей выгодно, да? Мужчины и женщины, смотрите. Смотрите, если мужчина смотрит, то женщина, она вот ради материального здесь, ну, в этом. Женщины, смотрите, мужчина тоже тут ради материи, как бы. Опять-таки, секс, деньги, ресурс. Слышите, да? Слышите. Окей. Давайте посмотрим, что он думает о вас сегодня, вот прямо сейчас. Сомневается, но он знает, что, извините, ваши извилины забиты его, да, вот этим присутствием. То есть он сомневается, как бы, что будет какое-то продолжение, но не сомневается в том, что вы будете о нем думать. Вот о чем. Вот видите, он же как бы прямо сзади вас. Вы сзади, опять коснулись. Да что ж такое, сзади вас. Ну, я имел в виду, по-другому просто хотел сказать. Да, он в задней части комнаты наблюдает за вами, да, то есть он следит за вами, но что он думает? Он думает, что вы следите за ним. Он сомневается в том, что будет что-то, продолжение какое-то. Он где-то подозревает, что вы психанете рано или поздно тут. Но рассчитывает на то, что это будет продолжаться. Почему? Потому что ему выгодно. Окей. Давайте посмотрим, что он думает по поводу того, что произошло между вами. Вот здесь 13, смерть, да, аркан. А смерть это какая-то внезапная перемена. Вот что он думает по поводу последнего внезапного события, которое было между вами. Он так, знаете ли, Водолей, он все понимает, это раз. Он знает, что вы никуда не денетесь и будете у него как бы на поводу, на аркане. То есть он понимает, что бы там ни произошло, он контролирует ситуацию, и он знает, что делать дальше, а вы нифига не знаете. Ну вот так, видите, он как бы себя чувствует владельцем ситуации. Хорошо. В чем? Вот как, вот смотрите, почему он думает, что вы его любите? Почему он считает или почему он чувствует, что вы его любите? Почему он считает, что вы его не бросите? Да, вот эта комбинация сейчас будет просматриваться. А он умеет вам делать, ну не куку, да, но может делать вам приятно. Он как-то вам все равно знает, вот, знаете, вот засранец нашел вашу точку G, да, вот как-то так. Ну,
Давайте, или точку G нашел, или знает, где угодить, да, где подмазать вовремя. Вот он умеет оказаться в нужном месте, в нужное время. Вот такое вот почему-то идет, и все. Четверка. Четверка огня. Ну и здесь же видите, да, что происходит. А вот то и происходит, что он может вставить тогда и там, где это надо, да. Ну, оказаться, да, там и тогда, где надо. Бып. Хорошо. Что он понимает о том, как он вас гипнотизирует? Вот смотрите, вы прям смотрите, думаете о нем и смотрите, да? То есть, что он понимает, да? Или все-таки чем он вас взял, да? Или что он понимает о вас? Да, он красавчик все-таки, да? Ну, опять-таки, он умеет вовремя подмазать, подлезать, да, ну, подмазать, подлезать, под комплимент сделать, да, вот в этом плане я имел в виду, а не то, что вы подумали. Ну, да, но он на самом деле красавчик, он это понимает. Ну, в чем он красавчик? В том, что он или красив снаружи, или он просто красавчик, то, что он может там вовремя то сделать, то, что он всегда делает. А что он делает, вы уж напишите сами, да, может он вам вовремя приходит, кран чинит, или вовремя настраивает вам персональный компьютер, или бухгалтерский отчет вовремя сдает, да, она или он, да, ну, вы поняли. Окей, хорошо. А теперь давайте посмотрим, в чем он видит правосудие, именно правосудие, или силу правосудия, или в чем он видит правду в этих отношениях, это, ну, как бы связанную с вами, да. Знаете, правда в том, что вы его не можете бросить, он вас, вы ему нравитесь, а он вам. Как минимум здесь правда в том, что вы выгодны одни другому. Смотрите, тут все по земле идет. Тут земли дофига и больше. И здесь вот знаете, тот случай, где дьявол управляет ситуацией, хотя его тут нету, он тут кроется в деталях, да. А с другой стороны, вы выгодны один другому, я бы так бы сказал. Как бы вы там друг над другом не издевались, но я бы пока эти отношения не разрывал. Ну вот, если бы вы ко мне пришли, я бы вам сделал такой расклад и сказал, слушайте, ну, вам выгодно это. Но оставьте пока это, да, ну, попользуйтесь один другим, да, там, да он, смотрите, как умеет вовремя сделать вам комплимент, да, в конце-то концов, где вы найдете еще такой удобный язык, да, язык именно, да. Ну хорошо, давайте теперь посмотрим, что он чувствует по отношению к вам прямо сейчас. Вот что он чувствует. Ой, он чувствует, что вы бы его задавили. Ну и у него сил уже нету на вас, реально, вас дофига. Ну реально вас дофига. Но тут вас как минимум тут одна, вторая, третья, четвертая. Ну все вчетвером на одного, да. Один на всех, а потом все на одного. Помните, когда в этих... Ну, в тех, которые мушкетеры были. Ну, смотрите, он чувствует, что у вас дофига, и вы его задушите скоро. Ну, может, у вас страсть такая. Да, у вас реально может быть страсть. Хорошо, что еще чувствует? Что он чувствует и понимает. О. Реально чувствует... Я выбачаюсь. Реально чувствует и понимает, что вы за ним следите. И... ну, подозреваете его, ревнуете его. Но это для него и хорошо. Он думает, пусть ревнует. Пускай ревнует как раз вот... куда она от меня денется. Ну окей, ревнуете и, знаете, правосудие это еще осуждаете его, и он это чувствует, что вы его осуждаете. Но учитывая то, какой он засранец, вот сперва предал, вот, оставил надежду на счастье, еще и на коленки забрался, да, понимаете, да, как он может, еще вовремя там вставил где нужно, да, или появился там где нужно, да, вот такое. То есть здесь такой прям, знаете, вот в магии это называется сталкер, вот.
там умеет преобразиться в другую личность. Сейчас плачет, завтра смеется. Или сейчас плачет, через 5 минут смеется. Такой актер, да, вот. Любого жанра, причем может там перевоплощаться человек, да. Но он тут здесь мастер на все руки, я вам так скажу. Окей. Может, кстати, соблазнить женщину. Любую может соблазнить. Наверное. А вы и не знали, да? Давайте посмотрим, что он чувствует по поводу своей ненужности. А вы знаете, он свою ненужность, он компенсирует враньем. Компенсирует враньем. И он вас постоянно обманывает. То есть здесь Водолей, Луна в Водолее, да, то есть понимание, да, оно затменено. То есть он выдает желаемое за действительное, и вот он реальный сталкер. Он умеет перевоплощаться, переодеваться. Он вам, условно говоря, показывает свои бедра, а это далеко не бедра. Ну, вы поняли, да, это уже там не бедра, а кошелек, например, да, или еще что-нибудь. Это ведра, да, или вы ему бедра показываете, а он говорит, а что ты меня тут вот это вот. Понимаете, то есть он врет, Окей, давайте теперь посмотрим. И он это знает. Он даже, может быть, знает, что когда он врет, вы знаете, что он врет, но покупаетесь. Вот такое аж часто бывает. Давайте дальше. Здесь интересная карта, которая будет говорить о том, что он чувствует, что он действует в правильном направлении. Когда врет, добивается успеха. И вам это нравится. То есть вам нравится быть обманутой вместе с ним. Ну и пусть. Я же говорю, тут можно так вот пока что. Давайте еще, какое чувство самое первое или самое главное к вам в нем живет. Вот это вот. Вы знаете, он сам тоже чувствует, что такую потерять он не готов. И как бы он там над вами не издевался, он чувствует, что вас он понимает. То есть он тот человек, точнее вы тот человек, который, ну и он тот человек, который вас понимает, а вы тот человек, которого он понимает. Понимаете? Слышите, понимаете? Вот вы понимаете, в чем дело? Вы его понимаете, а он вас понимает. Вот вы поставьте сейчас на паузу, вы напишите, вы что-то поняли или нет. Тут дьявол. Вы дьявола понимаете. Смотрите, 9 и 6, 15. И он вам, вы его душите, за ним подглядываете, да? А он вам еще врет, вами управляет, достигает своей цели и не хочет вас, списывать куда-то, да? Списывать со счетов. Давайте теперь посмотрим, вот что вам с ним делать. Пойдут советы теперь. Вот вам с ним продолжать или послать его там, да я не знаю куда. Звезда тут выпадала? Да, вот она, 17. На звезду. Так он и сам уходит периодически. Берет, одевает полосатые штаны, красную футболку, белый плащ или белый халат и шурует себе по коридору, руки в карманы, что он там делает, непонятно. Ну, давайте так скажем, держаться вам за эти отношения или нет. Я бы дал по этой карте шанс какой? Ему прогуляться. Чуть-чуть паузу сделайте пока что. Эти отношения для вас, они незначимы, как минимум они как развлечения должны быть, в стадии развлечения. То есть, это несерьезно. Так вот, да. Это несерьезно. Дальше. Восьмерка воды. Восьмерка воды говорит о том, что вас пугает. Вас пугает какая-то неожиданность. И вас пугает то, что он внезапно уйдет. Давайте спросим, а он вас реально заколдовал или зачаровал, или там замагичил, да?
Знаете, вот этого... Да что за вот этого? Да что такое? В этого. У этого, да, у этого. Ну, это просто український у меня немножечко, да, рвется. В цього хотів сказати. У этого человека, у этого мужчины есть реальная сила. И он очень мощный, и он упрямый, и он настойчивый, он сильный, он там атлет. И он очень сильной сексуальной энергии, по идее, должен быть. Поэтому давайте так скажем. Чем он вас взял? У него очень сильная мискулиновая, сексуальная, вот эта мужская энергия. Тут император, сколько вы не пытались ножкой, да, укротить его достоинство, он все равно как бы как феникс из пепла, из воды, он будет выходить на поверхность и будет, знаете, как покорять вашу женственность своей мускулиновостью, своей мужественностью. Во всяком случае, его самооценка аж нифига не страдает. Как бы вы там на него не смотрели, что бы о нем не говорили, как бы его там не унижали, его вот, у него, короче, точка сборки такова, вот с точки зрения магии, или степень важности такова, что никакой эпический фейл, да, как говорится, или его поражение не избивает с него корону. Все, у него корона там намертво забита к голове, прикручена, да, суперклеем, супер гвоздями, да, и супер шурупами. То есть он никогда не теряет самообладание в любой ситуации, даже когда он очень-очень жидко обгадился, да. Он все равно скажет: а это не я, да. Или наоборот, там, знаете, как в анекдоте, в поезде с верхней полки, да, с нижней полки встает и верхнюю полку толкает и говорит: проснитесь, вы обделались. Он говорит: а я и не сплю. Ну вот такая вот, да, вот такой вот он человек. То есть ему там в глаза, он в глаза и говорит: а это божья роса. То есть человек реально или полностью не в себе, ну вот так, или просто вот вы его ничем не измените. По сути, он или полный идиот, ну тут два варианта, либо император, где вот я так сказал, все. Я сказал, что это роса Божия, значит все, это роса. Тут уже нужно понимать, нужен ли вам идиот, если он идиот. Ну, это же общий расклад. И нужна ли вам такая власть, где вам говорят роса. А там уже давно не роса, а уже там уже все было. Там и шампанское, там мартини асти, и, там и все было, да, то есть все напитки божественные. Давайте посмотрим, любит ли он вас. Это вообще любовь или нет? Тут уже выпадали карты эти все. Вы знаете, вы для него какое-то зерно материи. Зерно материи. Это может быть и деньги, и красота одновременно. Вот у вас есть и деньги, и красота. Все. Этого ему достаточно. Ну, если его деньги как императора не интересуют, значит, вы очень красивый. Ну, тут достаточно красивая барышня, да, такая прям очень. Хорошо. Так это любовь или нет? Ну, он может быть влюблен в материальное. Не только в деньги, то есть ваш материальный аватар. Посмотрите еще раз, то есть может ли это быть любовь. Да, это как минимум шанс, да, и для вас, и для него. Окей. Но это и выгода, да, то есть это выгодно однозначно, и ничего с этим не скажешь. Дальше еще одна карта, и вот она, влюбленность, да, то есть здесь такая любовь в стиле садомаза, причем где-то то он сада, вы маза, то наоборот, то вы сада, он маза. Выгодно, взаимовыгодно, удобно, больно, зато весело местами и очень-очень креативно. Будете ли вы тут счастливы в этих отношениях? Давайте заглянем за кулисье счастья вашего прямо сейчас. Вы будете счастливы, когда вы закончите эти отношения. Как ни дивно, но я хочу закончить этот расклад на этой десятке. А вы, пожалуйста, поставьте мне на паузу и закончите свой расклад. Ну, как бы сами закончите, а я
самое красивое окончание обязательно пролайкаю сердечком. А вам искренне желаю мира и мирно закончить то, что вы начали, но никак не можете закончить, потому что никак не можете оторвать взгляд. Но поскольку вы уже заканчиваете отрывать взгляд от расклада, как раз вот и напишите, чем, как вы считаете, чем закончится именно ваша вот эта вот історія. І похожа ли она на вашу. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.